Привет, я Фростмун, и это мой влог с Санкт-Петербурга. Это была спонтанная поездка и мой первый полет на самолете. Я еще не была настолько далеко от дома. Я тут собираю вещи. В общем, так, нижнее белье, платье, кофту потеплее, футболки, джинсы, книжку в самолет, косметика. И сюда еще сложу всякие кремчики. Перевела в маленькую баночку жидкость для линз. Ну, в принципе, все по минималочке. Вылет в 10 утра, а спать я легла очень поздно из-за того, что собирала вещи. И мне нужно было впихнуть все необходимое в ручную кладь. Пока я собирала вещи, у меня опять начала болеть голова. Я выпила таблетку, но на утро голова опять разболелась. И впоследствии это сделало мой первый день в Питере очень тяжелым. Ощущение в моменте, когда самолет отрывается от земли, сложно вообще описать какими-то словами. Во время полета я сначала читала книгу «Сплетни и кей-поп» от Александры Ли Янг, а потом смотрела сериал «Великая» 2015 года для антуража. Больше новостей из жизни и анонсы новых косплеев ты сможешь найти в моей группе ВКонтакте. Сканируй QR-код или ищи ссылку в описании. Теперь я точно могу сказать, что я не боюсь летать на самолете. Привет, Питер! После самолета я решила немного поспать. Таблетка от головы так и не помогла, и тогда я поняла, что, скорее всего, у меня поднялось давление. Да-да, мне чуть-чуть за 20. И пришлось идти в аптеку за валидолом. И к вечеру мне уже стало более-менее, и я смогла хотя бы немного поесть. Ах да, забыла уточнить. Во время головной боли меня подташнивает, и ни есть, ни пить я нормально не могу. В моем номере такая минималистичная ванная комната, и раз. На самом деле я не люблю, когда много чего стоит на горизонтальных поверхностях, но тут нет никакой полочки. Мой день начался с прогулки по улочкам вокруг отеля и очень плотным завтраком. А сейчас еду к Лахта-центру, моему первому в жизни небоскребу. Конечно же, как же не пофоткаться на фоне него? Лахта-центр в высоту 462 метра и является самым высоким зданием России и Европы и 15-м в мире. Даже в путешествии важно ухаживать за своей кожей. В моем базовом уходе 8 этапов. Первый этап – это удаление макияжа. Я пользуюсь мицеллярной водой. Этот этап я считаю одним из самых важных, ведь необходимо удалить все частички макияжа, чтобы ночью кожа не раздражалась. Второй этап – это очищение пенкой. Дома я использую специальную мочалку для создания пены, но она уже не влезала в косметичку, поэтому пришлось ее не брать. Также один раз в неделю я делаю скрабирование кожи лица скрабами с маленькими частичками. Третий этап – это тонер, они у меня постоянно меняются в зависимости от состояния моей кожи. Четвертый этап – это эссенции или сыворотки. Моя отдельная любовь – это эссенции с муцином улитки. Также не забывайте про кожу на шее и зону декольте. Пятый этап – это маски. Чаще всего это тканевые маски, но я советую их делать только если у вас есть время поваляться, так как, конечно, от одного раза ничего не будет, но при регулярном использовании сила гравитации будет давать свое, и под тяжестью маски кожа лица будет тянуться вниз. Шестой этап – это крем под глаза. Для меня это важный пункт.
потому что из-за слишком тонкой кожи под глазами вечно кажется, как будто у меня какие-то синяки. 7-й пункт — это увлажнение губ, плюс 1 раз в неделю скраб, и перед сном я еще мажу губы маслом специально. И последний этап — увлажняющий крем. Также одним из пунктов ухода за кожей лица — это использование одноразовых салфеток. Особенно это актуально, если у вас есть проблемы с акне. Если вам будет интересно, я могу показать всю свою уходовую косметику. Ну все, мне вновь 15, можно идти спать. Сегодня я увижу Кронштадт. Это город-порт, расположенный на острове Котлин. Думаю, программисты оценили название острова. Петр Великий основал Кронштадт в 1704 году для защиты Санкт-Петербурга. А теперь едем в Петергоф смотреть на величественные фонтаны. А это кот, который живет в Петергофе. Он нежился в лучах солнышка на траве рядом со статуями котиков. И он дал себя погладить. Это красный пруд, в нем плавают утки. И мне встретилась белочка, которая тоже решила покупаться. Был очень сильный ветер, и мне пришлось прикупить шарфик потеплее. Замоталась, конечно, как могла, но ладно уж, сойдет. Ну а вот оно то, что у большинства ассоциируется с Петергофом. Большой Петерговский дворец и фонтаны Нижнего парка. Парк площадью 102,5 гектара украшает около 150 фонтанов. Я хожу по этим тропинкам и представляю, как здесь ходили придворные дамы, ведя светские беседы, как кавалеры в глубине сада признавались в своих чувствах дамам. Ой, романтика. Несмотря на холодную погоду, людей очень много. Даже несмотря на то, что я взяла шарф потеплее, я очень сильно замерзла и из-за этого мало походила по Петергофу. Но здесь настолько красиво, что стоит приехать сюда еще раз, только в более теплую погоду. А теперь еду в китайский дворик смотреть на цветение сакуры. Вот она я, замерзшая, уставшая, но счастливая. Моя отдельная любовь в Питере — автобусы цвета Тиффани. Сейчас иду в номер немного отдохнуть, и как стемнеет, поеду смотреть на зажженные растральные колонны. Их зажигают около 7 раз в год. Покажу номер, пока он не превратился в беспорядок полнейший. Такая кухонька маленькая, там плитка есть, кроватка и шикарный вид из окна. И вот на этой крыше днем постоянно ходят люди. И они мне чуть-чуть надоедают. Вот. Ну, а там ванная комната. В XIX веке они служили маяками, освещающие путь кораблям, заходящим в порт. Это биржевой мост, он сейчас постоянно разведен и находится на ремонте. А вдалеке виднеется сверкающий Троицкий мост.
Мосты я смогу увидеть ближе завтра ночью во время прогулки на теплоходе. Последний день в Питере я посвятила прогулке по центру города, рассматривая невероятную архитектуру. В этот день еще очень повезло с погодой. Да-да, солнечный день в Питере. Еще в этот день я очень хотела посетить ботанический сад, но там была такая большая очередь, и я решила не тратить на нее время. Еду в отель, хочу поспать пару часов, потому что завтра в 12 нужно уже выехать из отеля, а в час ночи будет прогулка на теплоходе. Вид с реки завораживает. Также на фоне был включен гид, рассказывающий о том, мимо чего мы проплываем. Образовалась целая пробка из теплоходов и лодок. Вещи уже собраны и пора ехать в аэропорт. Сейчас 12 дня, а вылет в 4. Как же не потратить это время на то, чтобы лишний раз покушать? Это финская уха. Ну и чтобы быть на чиле на расслабоне, мохито. Ну а как же не выпить-то в Питере? Ждем, когда подвезут трап к самолету. Очень соскучилась по своим котикам и скорее хочется их увидеть. Конечно, пару дней не хватило, чтобы все увидеть, и погода была прохладная, но я как раз наметила все места, которые стоит посетить. В этот раз я не ходила ни в какой музей, и в следующий раз обязательно их посещу. А вы бывали в Санкт-Петербурге или живете там? Какие интересные места посоветуете? Или же вы знаете какие-нибудь отели с погружением в Питер 18 века? Спасибо, что провели со мной время. В описании вы сможете найти ссылки на остальные социальные сети. И всех люблю. Пока-пока.